как получить шубу с царского плеча. Главная суть царской миссии – Господу служить. Вот теперь понимаем, откуда у его сына Петра Великого такая тяга сочинять ежедневно подробнейшие указы, что делать подданным, как строить бани, как крыть крыши. Совершенно точно под этими дубами играл Петр I. И хотите прикоснуться к истории? Подойдите к этим удивительным деревьям. Одни говорят, что король был настолько красив и обаятелен, что она упала на колени от счастья, а другие говорят, что от ужаса. У нас все-таки было как-то попроще. В мужской части до Софьи не появлялся, по сути, никто. В этом-то и революционность царевны Софьи. Еще 2000 стрельцов в богатых парадных одеждах выстраивались вдоль Ильинки, по которой шли послы, понимая, что если у Руси караул почетный в таком количестве, красоте и вооружении, то что уж говорить про русскую армию? Дорогие друзья, любители русской истории, добрый день. Я рад тому, что мы снова вместе с вами. И сейчас начинаем цикл рассказов о жизни Московского царства XVII века. И сегодня мы поговорим о том, как жили цари, царская семья и бояре. Главным образом о первых Романовых – Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче. Они были обычные люди – из плоти и крови, но вели очень необычную жизнь. Жизнь эта овеяна мифами, легендами, домыслами. Поэтому сегодня мы погрузимся в историю Древней Руси XVII века и посмотрим на жизнь царского дворца, царской семьи изнутри. Но прежде всего сделаю небольшое введение, без которого многое будет непонятно. В представлениях того времени главной работой, предназначением, смыслом жизни православного царя была не организация царской администрации, не работа правительства, не управление территориями и даже не военные походы. Смыслом жизни православного царя было служение Богу. Вот эту идею можно назвать идеологией того времени. В каком-то смысле Русь XVII века, можно спорить о терминах, теократическое государство. Сегодня современный Иран примерно такой. Религия занимала в государственной философии системообразующее место. Это не было закреплено в Конституции, тем более, что и Конституции это никакой не было. А было просто как данность, как нечто само собой разумеющееся. То, что разделяется практически всеми людьми того времени. В чем суть? Царское служение и служение Богу – это синонимы. Это одно и то же. Должность царя означает не то, чтобы всевозможные блага, привилегии и бесконечная радость измываться над своими подданными. Нет. Царская должность предполагается. Это многие оскорби. Кому многое дано, с того многое и спросится. Его задача – молиться, опекать подданных, нести им добро и таким образом вместе с ними идти к Царствию Небесному. И Михаил Федорович, первый Романов, и его сын Алексей были глубоко верующими людьми. Особенно считается Алексей Михайлович, которого отличала прямо-таки какая-то сверхсерьезность восприятия веры и всего того, что было связано с религиозными обрядами. Личное участие в церковных службах ежедневно, по несколько часов. Постоянные поездки на богомолье. И, конечно, работа, как бы сейчас сказали, со своим главным электоратом, то бишь духовенством, монахами, и всякими нищими, убогими. Вот этим царь был занят каждый день. И по значимости нам невозможно это сегодня представить. Эта часть его
жизни и есть его главная работа. Она связана с тем, что царь молится за страну перед Господом. Это чуть ли не важнее, чем исполнение административных властных функций, потому что административные функции можно перепоручить, а вот миссию отмаливать свою страну и своих подданных царь никому перепоручить не может, потому что он помазанник Божий, он богоизбранный, он посредник между народом своим и Господом. Поэтому регулярный созыв земских соборов при Михаиле Федоровиче, огромные, по последующим имперским временам, просто огромные властные полномочия Боярской думы и бояр. Знаете, все это не воспринималось банально как ограничение царской власти. Какое ограничение? Главная суть царской миссии – Господу служить, за страну молиться. Главная его работа – посты соблюдать, на обедни ходить. А в этом его никто не ограничивает. Он один. И никто его здесь заменить не может, никакая Боярская дума. Ну, со временем, конечно, мы понимаем, что человеческие инстинкты, инстинкт власти по Фрейду, все это пробуждалось, и со временем и сам Михаил Федорович Романов, особенно после смерти отца, ну уж тем более его сын, несправедливо названы тишайшим в нашей истории. Конечно, со временем постепенно они превращались из таких молитвенников, почти что монашествующих, в духовном смысле, властителей, в полноценных самодержцев, чья воля была законом для подданных, и кто тратил все больше и больше времени на, собственно, властные административные функции. Я, кстати, здесь сделаю небольшое лирическое отступление. Не надо думать, что мы находились в какой-то древности, в старине, Русь 17 века, а в просвещенной Европе уже было гражданское общество, просвещение, ученые, и все там было по-другому. Не совсем так. Зачастую в просвещенных европейских странах происходили такие казусы, такие вещи, которые для России, в общем-то, были немыслимы. Ну, например, у нас почитались традиционно чудотворные иконы, мощи святых, но во Франции современник наших первых Романовых, как и предшествующие средневековые короли, по-прежнему продолжал регулярно исцелять болезни своих подданных возложением рук. Да, царь возлагал руки на подданных, считалось, вылечил. Главным образом, таким способом мануальной терапии, прикосновением излечивалась, как считалось, золотуха. Золотуха в Европе в то время называли целый ряд заболеваний, связанных с поражением кожи. Ну, это и лицо, и даже болезни глаз. Все это называлось золотухой. Сегодня, наверное, это десятки, если не сотни различных заболеваний, в которых разбираются специалисты. Но подданные верили, насчет самих королей, честно говоря, не уверен. Подданные верили, что царь прикоснется и болезнь уйдет. Кстати сказать, было немало целителей, которым делегировались функции лечения либо от имени церкви, либо даже от имени, сами понимаете. Вот, например, в 1649 году, как раз то время, о котором мы с вами говорим, некому Жоржу Губерту в Париже была выдана королевская грамота, удостоверяющая то, что он непосредственно прямой наследник святого Губерта, а таким образом закреплялось право его, как потомка святого, я цитирую, «лечить простым прикосновением к голове без применения лекарственных средств, но не всех, а тех, кого покусали бешеные волки, собаки и другие животные», ну, лисы, наверное, «бешенством зараженные», кавычки закрываются. Так вот этот потомок святого Губерта на основании королевской грамоты на протяжении 40 лет вовсю использовал свой талант с большой выгодой для себя. Бизнес был беспроигрышный. К нему бежали в Париже все покусанные. На всякий случай, как профилактический укол. Мы, конечно, у большинства никакого бешенства не было, поэтому они были счастливы, что излечились. Ну, а если кто-то все-таки заболел бешенством, то можно было придумать 1000 объяснений, почему целебное прикосновение не подействовало. Ну, например, мало заплатил, платить надо было не только ему, но заплатите пожертвования в церковь, потому что лечебная процедура осуществлялась непосредственно в храме по благословению парижского архиепископа. Поскольку все это было под церковной эгидой, кто бы посмелился усомниться,
королевская грамота, церковь, благословение. Ну, я думаю, что истово верующие католики быстро бы заткнули рты всем, кто не верил в целебное прикосновение святого Губерта. Вот он так весь 17 век от бешенства и лечил. Вплоть умер уже при Петре Первом. Долго и успешно. Но, как мы знаем с вами, настоящее лекарство от бешенства было изобретено и применено впервые во Франции в конце XIX века. Первая важная особенность той эпохи – особое отношение к вере. Второе – это особое отношение к старине. Это время, когда воистину почитались традиционные ценности. Авторитет старины в обосновании и объяснении не нуждался. Не нами положено, лежи во веки веков. Психологически объяснимо. В годы смуты, последующее царствование Михаила Федоровича, жива была кровоточащая память о беспардонном хозяйствовании иноземцев и в Москве, и в других крупных городах. Само восстановление страны виделось именно как восстановление старинных, добрых, русских, отеческих порядков. Третье отличие эпохи, которое надо понимать, особое отношение к порядку, или, как тогда говорили, к чину. Само слово «чин» означало порядок, правила, устав. Вот жизнь всего царского двора и окружения была регламентирована. Наверное, еще больше, чем сейчас. Гораздо на порядке. Алексей Михайлович тратил кучу личного времени, поскольку любил сам составлять, редактировать всевозможные чины, то есть сценарии. Например, сценарий проведения церемоний, свадебных, посольских. Вот сидел царь и вносил существенные изменения. Он был эстет, любил красоту церемониала, любил порядок. Я зацитирую, то ли составленное им лично, то ли отредактированный им лично церемониал охоты с соколами. Охотиться тоже надо было не абы как, а по установленному чину, по порядку. Кавычки. Насладитесь языком. «И по его государеву указу никакой бы вещи без благочиния, без устроения, уряженного и удивительного не было. И чтобы всякой вещи честь и чин, и образец писанием предложен был. Потому хотя бы мала вещь, а будет по чину тогда честна, мирна, стройна и благочинна. Без чина же всякая вещь не утвердится и не укрепится». Ну, то есть без порядка не будет никакой соколиной охоты. Все должно быть по протоколу. Вот теперь понимаем, откуда у его сына Петра Великого такая тяга все зарегламентировать, сочинять ежедневно подробнейшие указы, что делать подданным, как строить бани, как крыть крыши, как брить бороды, какую носить одежду, какой длины, какие башмаки, какие чулки. Все расписывалось царскими указами. Я уже не буду говорить о табеле о рангах, Петровском нововведении. То есть все это на самом деле не только из Европы. Это я к мифу о том, что идеи регулярного государства полностью поглотили Петра, но и традиция от отца, от генов. Максимально все прописать, зарегламентировать. Разница в том, что Алексей Михайлович регламентировал жизнь царского дворца и все, что связано с царским двором. Петр перенес это из покоев на работу всей государственной машины, всей империи. Мы поняли с вами отличия эпохи, психологические в первую очередь. А теперь давайте пройдемся по отдельным страницам личной. Ну, а так как царь – это служение Богу и народу, то, соответственно, личной и общественной жизни первых Романовых. Я не буду погружаться в глубокие детали, но постараюсь отдельными мазками в нашем любимом стиле исторического импрессионизма обозначить какие-то моменты, из которых у вас сложится картина, может быть, появится интерес, и потом вы почитаете, посмотрите жизнь 17 века поглубже. Ну, про детские годы Михаила Федоровича мы почти ничего не знаем. Знаем только, что он был рано разлучен с родителями, когда родители разослали по монастырям, и примерно с 4-5 лет жил с тетками. Потом мама вернулась. Отец еще много лет был в польском плену. Я уверен, что в семье ни сам Миша Романов, ни мать его не надеялись, что отец вернется живым, поскольку перед глазами была судьба братьев Шуйских, да и других
русских пленников знатных, которые поляки заморили в плену. Но когда Филарет все-таки вернулся в Москву, это было такое счастье, что они не принято было, но прилюдно обнимались, обливались слезами, и отец, и сын. В общем, Миша Романов знал нужду. Он ведь находился вместе с поляками в осажденном Кремле в 1612 году полузаложником. Знал, что такое недоедание, голод. Неудивительно, что он был и глубоко верующим человеком, тем более и мать монахиня, хоть и поневоле, и отец, целый патриарх. Про Алексея Михайловича, про сына его, знаем мы больше. Совсем ребенком с 4-5 лет. Так было принято в те времена. Иностранцы вспоминали, что с 2 лет в церкви многочасовые службы дети выдерживают. Ну вот с молодых лет он отстаивал службы. Но, конечно, в отличие от отца, Алексей Михайлович рос как комнатное растение. Он уже родился наследником престола, поэтому не знал ни холода, ни голода, ни жажды. Вокруг мамки, няньки, карлики, ну, в общем, прочая челядь. С возрастом, конечно, появлялись сверстники, взрослые были не дураки, они понимали, что изолировав ребенка от сверстников, от детских игр, от шалости, от спортивных занятий, ничего хорошего не будет. Поэтому подбирали сверстников, ну, обычно из числа родственников, приближенных детей боярским. Игрушки были соответствующие, не надо думать, что что-то было особенное. Главная царская игрушка, которую дарили еще по старославянской традиции, как мальчика Рюриковича сажали на коня боевого, так царским детям дарили первым делом 1,5 годика в 2 деревянную лошадку, на которой он там катался. Игры какие были подвижные. Вот про одну вам расскажу. Что-то в ней есть, вам понравится. Называлась свайка. Свайка, собственно, это такая заостренная железка, почти нож, длиной сантиметров 30. И вот как описывали эту игру иностранцы. Простолюдины в шагах в 3 от себя бросают в землю железное колечко величиной с наш флорин, пятачок. Далее один из них нагибается, а второй запрыгивает ему на спину, разбежавшись, и, сидя на первом, кидает в колечко заостренной железкой. Сколько раз попадет он в середину колечка, столько раз позволяется ему и промахнуться. То есть раз попал, раз промахнулся. Раз попал 2 раза промахнулся. Но если промахнется он хоть одним разом больше, чем попал, тогда он теряет игру и должен в свою очередь на своей спине держать другого до тех пор, пока тот сам не промахнется. В таких занятиях проводят они иной раз по несколько часов, меняясь, таская друг друга на спине. Ну, в общем, не игра, а прямо-таки непростое физическое упражнение. И на меткость, и на силу. Вот в такую игру Алексей Михайлович, молодой, Леша Романов играл постоянно. Ну, кроме этого, естественно, и всяческие сабельки, топорики, пистолетики, и потешные, и вполне себе настоящие. Зимой санки, салазки, все это сохранилось в описаниях царских, а кое-что даже есть в наших музейных фондах. Качели, мечи. В общем, перечень игрушек говорит о хорошем состоянии здоровья молодого царевича. Не сидел он укутанный в платки, только в кремлевских хоромах вместе с няньками. Очень любил, кстати, стрельбу из лука и практиковался регулярно. Не только из ружья уже в более поздние времена, но и из лука. Главным образом шла по подброшенным вверх шапкам. Естественно, окружающие с большим удовольствием шапки эти отдавали, потому что если шапка приходила от постоянного попадания молодого царевича в негодность, то царь обязательно наградит многократно. Выгодное было дело бросать свою шапку. В 5 лет мальчика отдавали с женской половины дворца в мужскую, и он попадал от нянек в руки уже дядьки, воспитателя. Ну, а там мужское воспитание. До 5 лет ты только в основном с женщинами, а потом уже со сверстниками и со взрослыми. Какой был обычный, традиционный распорядок царского дня? Вставал Алексей Михайлович рано, в 4 утра. Вообще тогда вставали очень рано. Постельничий и спальник, специальные должности, убирали царя. Ну, убирали это в том смысле, что не постель ему помогали застилать, а помогали умыться, облачиться, одеться, подавали одежду. Все это в 4 утра. Потом Алексей Михайлович после короткой молитвы выходил в палату, где его ждал
Вот личный духовник молился, прикладывался к иконам, и духовник окроплял царя святой водой, которая специально для этого свозилась из разных монастырей, зачастую очень отдаленных, там, где были всякие чудотворные иконы. Ну, в общем, такой утренний ритуал. Пока царь молился, специально выделенный человек, такая у него была работа, ближний, шел на женскую половину дворца к царице. Женская половина дворца – закрытая территория, поэтому ходить туда мог только какой-то строго определенный человек с царского разрешения. Он спрашивал царицу от имени царя о здоровье, хорошо ли она почивала. Каждое утро начиналось с этого. Ну, то есть такой своего рода кофе в постель. Вот нам сегодня не верится, что после утренней молитвы еще и к обедне идти на целую службу и каждый день. Время-то откуда брать? Нет, тогда это же главная царская работа. Помолитесь за свою страну, за подданных. Я описываю вам сейчас стандартный день царя. Конечно, царь мог, наверное, заболеть, сослаться на недомогание и не ходить к обедне каждый день. Но обычно ходил. И там уже сам клал земные поклоны Богу. Иностранцы описывали, что царь мог за долгую службу, ну, обедня короткая довольно, за долгую службу положить до 1000 земных поклонов. Вот с трудом верится, но представьте себе. Это, знаете, такая серьезная физическая нагрузка, такой фитнес. Адепты западного фитнеса знают, что такое бёрпи. Но это вот то же самое, только в ограниченном варианте, без отжимания. Бёрпи – это как у нас на армейском языке называется «упал, отжался». Вот царь клал до 1000 земных поклонов. Кстати, парадокс. Алексей Михайлович всегда старался соблюдать обедню и службу утреннюю не пропускать. Считал это грехом. Зато совершенно не считалось грехом во время обедни в храме проводить небольшие рабочие совещания, разговаривать с боярами, обсуждать какие-то государевы дела. Главное – быть, присутствовать. Вовремя совершить полагающееся число земных поклонов. Потом обед, собственно. Тут интересный момент с завтраком. Процедура традиционного завтрака почти нигде не описывается. И у меня, честно говоря, складывается ощущение, что в основном в 17 веке цари ели 2 раза в день. То есть это было такого своего рода интервальное голодание. Первый серьезный прием пищи – обед. Это уже ближе к полудню. До обеда, после службы еще непременное сидение с боярами. То есть это, собственно, и есть административная работа. Заседание правительства, там с приближенными, между службой и обедом царь обсуждает государевы дела. Потом обед зачастую тоже, как правило, с приглашенными боярами. И на обеде продолжается обсуждение каких-то государственных дел. Ну а после обеда, как бы сейчас сказали, активный отдых. Царь ехал на Девичье поле. Девичье поле – это Москва, рядом с Новодевичьим монастырем, там, где сейчас Пироговские улицы, Усачевка, новомодный Усачевский рынок. Там царь тешился соколиной охотой или мог поспать лечь после обеда. И так, и так. Кстати сказать, места для охоты традиционные в Москве, помимо Девичьего поля, это еще Филии, ну и, конечно, огромный красивый лес в Сокольниках. Отсюда и название Сокольники, там царь тешился соколиной охотой вместе с сокольниками. Сокольники – это, собственно, укротители птиц. Это профессия – сокольник. В Сокольниках и сейчас, ну, наверное, один из самых, мне кажется, благоустроенных и прекрасных, огромных городских парков в Европе, если не в мире. Кто не был, съездите в Сокольники, там Алексей Михайлович тешился охотой. После выезда ужин. Если царь обедал обыкновенно с боярами, продолжая обсуждать дела, то ужинал он уже вместе с семьей. Вечер, ну, ничего не меняется. Вечер – время семьи. Во время ужина и сразу после могли послушать музыку, пение, сказы какие-то, сказки. Ну, естественно, перед сном вечерняя молитва. Во сколько ложились спать, вы знаете, нет на это прямых указаний в документах. Но с точки зрения традиции спали тогда рано, сразу как стемнело. Не было принято шататься в темноте по коридорам дворца, там, тем более со свечами, потому что это, помимо всего, еще и опасно. Всегда угроза пожара, а Москва горела постоянно. Поэтому спать ложились летом попозже, ну а зимой достаточно рано. Все равно вставали рано.
Как происходило заседание правительства или сидение с боярами? Ну, примерно как мы представляем это себе в кино и на картинках. Бояре рассаживались по лавкам вдоль стен. Как такового рабочего стола не было. Стол в середине, вокруг которого все садятся, это более поздняя традиция. Бояре по чинам рассаживаются вдоль стен палаты, где заседает Боярская дума. По сторонам стоят думные дьяки. Думный дьяк – это очень высокий чин, это не писарь. Это, считай, замминистра, а то и первый замминистра. Это профессионалы. Они выслужились в думные дьяки заслугами. Они выслужились умом, эффективностью. Вот они стоят с перьями-чернильницами, наверное, какие-то были у них столики, подставки, и следят за тем, как проходит обсуждение государевых дел. Если какой-то вопрос удавалось решить на месте, как тогда говорили, приговорить. Приговорить – это не термин из уголовного права, приговорить – эта формула означает принятие решения, как бы сейчас вынести постановление. Если вопрос приговорили, думный дьяк сразу же фиксировал это на бумаге, чтобы потом это можно было соответствующим образом оформить, припечатать. В первые годы фактически царь правил коллегиально. Собор, сегодня мы называем его Земский собор, некий вариант съезда народных депутатов или дальний аналог генеральных штатов парламента, собор практически не распускался, работал постоянно. И все важнейшие государевы вопросы обязательно обсуждались с землей, с собором. Порядок работы был простой. Понятно, что царь на собор не ходил, он перед депутатами не выступал. Но был специальный дьяк, который от имени царя по письменному озвучивал перед избранными членами собора вопросы. Поскольку собор большой, несколько сот могло быть человек, чтобы не было балагана, этот вопрос обсуждался по куриям, по группам. Ну, как во Франции группы духовенства, дворянства и третье сословие, у нас было 4 курии. Самая маленькая, но самая влиятельная, боярская. Далее духовенство, освященный собор. Далее служилые, то есть дворянство. И 4-я курия, купечество, посадские, это жители городов, мастеровые, даже от крестьян свободных на первых соборах были избранники. Вот 4 курии. Ответы на царские вопросы каждая курия готовила и подавала письменно. Затем на правительстве мнение земли озвучивалось. Ну, какие-то, конечно, самые интимные дела, интимные не в плане интима, а в том, что они такие тонкие. То бишь местнические споры, кто кого главнее, чей род. Это нельзя было выносить на публику, там бы могло дойти до поножовщины. Ну, а тем более земельные пожалования, распределение ресурсов, бюджета. Это уже царь обсуждал на правительстве вместе с ближними боярами. Отдельная традиция 17 века, очень интересная, отпуск на войну. Это торжественные проводы царского войска и командования. Называлось царский отпуск. Не в том смысле, что война – это отдых. Нет, это царь отпускает, провожает своих воинов, благословляет их на победы во имя Бога, веры православной и Отечества. Начиналось с боярского челобития. Перед царем выстраивались воеводы, командиры, били челом. Далее процедура целования руки. Называлась «быть у государевой руки». Целование проходило таким образом. Имеется в виду, конечно, не все войско, а только командиры. По порядку к государю подходят, не встают на колени, кланяются до земли, затем прикладываются к руке государевой, отходят, опять кланяются. Это уже были не земные, а поясные поклоны. Вообще с этими поклонами большая путаница, честно говоря, с пониманием того, что такое челобитие. То есть с формальной точки зрения, как понимали историки XIX века, челобитие – это встаешь на колени и лбом бьешься об землю. Но сегодня мы понимаем, что это ритуальная фраза на самом деле, ритуальная формула. Сам здравый смысл подсказывает, что в реальности, наверное, оно могло выглядеть как угодно. Ну, наверное, не такой строгий уже поклон из серии 19-20 века, но, наверное, какие-то разные другие формы поклонов. Потом царь звал командиров к себе хлеба есть, то есть на царский обед. После обеда, из прозвучавших там правильных речей, уже царь выходил непосредственно к войску, непосредственно к тем командирам, которые шли на фронт.
Кстати сказать, Алексей Михайлович сам неоднократно выступал вместе с войском, то есть находился вместе с армией в зоне боевых действий, вместе с основными силами. Все это, что я вам рассказываю, зафиксировано письменно. Прописывался протокол, чин, как происходит царский отпуск, прощание с армией, в каком порядке кто что делает. Заранее это все прописывалось. Причем в этот сценарий царь вносил собственные правки. Ну вот, например, главный воевода, князь Трубецкой. Речь идет о царском отпуске на войну с Польшей. После того, как Запорожская сечь сменила сюзерена и перешла под подданство, под вассалитет Москвы, началась, естественно, война с Польшей большая, с Речью Посполитой. И вот, уходя на войну, князь Трубецкой, согласно чину, прописанному сценарию, должен был, кавычки, «сначала главный воевода царскими руками принят к персям своим». То есть подходит к царю, царь его обнимает. Не просто подпускает к руке, а обнимает. Колоссальная честь, публично, на глазах построенных солдат, стрельцов и иноземных офицеров. Видя такую честь и отеческую премногую и прещедрую милость, князь Трубецкой должен главою на землю удариться со слезами. Однако Алексей Михайлович, как человек просвещенный, решил, что это уже перебор. Негоже воеводе падать со слезами на землю. Это он вычеркнул лично и написал: Трубецкому достаточно просто поклониться в пояс. Ну, скромно. Раз 30. Слезы проливать не надо. Не солидно. Все-таки боевой генерал. Вот так начиналась в 1654 году война за Малороссию. Далее сценарием предписывались речи. Царь обращался к ратникам. Суть речи царя была такая: помянуть все неправды польских королей, гонение на православную веру, потом сказать, что вслед за первым передовым войском он и сам соберется, в походы пойдет, и с радостью сам, ежели Господь решит, то раны на себя примет. Вот так вот. Это похлеще, чем обращение Сталина с трибуны Мавзолея 7 ноября 1941 года. Сам в поход пойдет и с радостью раны примет. В ответ по сценарию служилые обещали, кавычки, «Мы за вас, государей наших, и за всех православных христиан, без всякой пощады головы свои положим». А потом царь снова берет слово, и финальные слова царя, кавычки. «Обещаетесь, предобрые мои воины, на смерть, но Господь за ваше хотение дарует вам живот. А мы готовы будем за вашу службу всякую милостью жаловать». То есть вижу вашу готовность умереть, но и Господь видит вашу готовность умереть. И за храбрость вашу, и за веру обязательно жизнь вам сохранит. А я после чего обещаю вас всех наградить. Вот так вот. Это своеобразная обоюдная клятва ратных людей. Присяга царю. Но чрезвычайно важно, что присяга это взаимная. Царь тоже берет на себя серьезные обязательства. Мне очень нравится этот чин, как уходили в отпуск на войну. Какой-то он, знаете, мужской. Правильный, как наши современники и предшественники 20 века как-то по-другому к этому подходили. А вот в 17-м было вот так. Из интересного про прием иностранных послов вам расскажу. Вы все это прекрасно знаете по фильму «Иван Васильевич меняет профессию», как проходил прием свейского, шведского посла преснопамятным Буншей. Но расскажу вам, как это было на самом деле. Но прежде всего, послов иностранных надо было принимать с особой пышностью. Тогда, когда не было интернета, телевидения, все впечатления о могуществе государства, пышности двора, богатстве, величине армии и, соответственно, серьезности державы, это все можно было только лицезреть очно. Никаких данных по ВВП, экономике, все это было непонятно. Что увидел, то передал, то своему государю рассказал. Поэтому надо было на послов произвести впечатление максимальное. Такая была логика приема. Вот как описывал посол герцога Галштинского Адама Лиарии при Михаиле Федоровиче Романове, как это проходило. Кавычки. 13 августа мы приехали в последнее село перед Москвой, от которого оставалось 2 мили до русской столицы. Здесь мы должны были остановиться, отправив в Москву гонца с извещением о нашем прибытии. На другой день гонец вернулся, и мы выступили к Москве.
продвигаясь медленно, так как навстречу из Москвы один за другим летели гонцы с приказаниями то замедлять, то ускорять путь. У МКАДа послов ожидало целое войско. Не просто почетный караул построили у самолета, 20 бойцов. Нет, более 4000 стрельцов в богатых одеждах, на прекрасных скакунах выстроены были в ряд, через который послы должны были далее продолжать свое движение. Наконец послов встретили царские приставы, подвели им рослых белых коней с богато украшенными серебром и золотом немецкими седлами. Пересадили их на наши транспортные средства, на отечественные аурусы. Послы пересели на наших белых коней, и далее послов на них доставляли непосредственно на посольский двор, место, где послы ночевали, жили во время своего посольства. Этот посольский двор, кстати сказать, находился примерно там, где сейчас администрация президента, в районе Ильинки, совсем недалеко от Кремля. Посольский двор брался сразу же под охрану, окружался стражей. Поначалу послов первое время даже не разрешали им свободно, без сопровождения стрельцов, гулять по Москве, но потом нравы как-то совсем либерализовались, и стража это носила церемониальный характер. Все послы на протяжении 17 века гуляли, ходили куда хотели, ели, пили, встречались с знакомыми. В общем, была полнейшая свобода, невиданная по современным меркам. Ни в одной стране мира. Через полчаса после прибытия послам везли провизию. Аляри фиксирует, что ему было привезено сразу 8 овец, 30 кур, много пшеничного ржаного хлеба, потом еще 22 различных напитка, вина, пиво, мед, водки. Один напиток лучше, вкуснее другого. В посольстве было всего около 40 человек, поэтому закармливали их всякими явствами. Надо было произвести впечатление богатства. В день их представления царю делегацию доставляли во дворец. Шествие от Ильинки до Спасской башни, там всего-то пара сотен метров, наверное. Но все это шествие тоже. Всем на показ вели подарочных коней, несли подарки, которые посольство собирались преподнести царю. И все это шло сквозь строй, а, наверное, даже сквозь двойной строй стрельцов. И еще 2000 стрельцов в богатых парадных одеждах выстраивались вдоль Ильинки, по которой шли послы, понимая, что если у Руси караул почетный в таком количестве, красоте и вооружении, то что уж говорить про русскую армию. Туда-сюда, по мере того, как не спеша послы двигались, сновали гонцы, строго следя за тем, что процессия двигалась с нужным темпом. Царь не должен сесть на трон ранее, чем послы прибудут, и в то же время не должен опоздать. Послы тоже не должны ждать. Дипломатический этикет. В кино мы видим с вами, помните, как шведский посол требовал Кемскую волость? Все это было ужасно смешно в нашем прекрасном фильме, но немного не так все проходило на самом деле. Возле трона 4 молодых князя, рынды, как их называли, в белых кафтанах, белых шапках из рысьего меха и белых сапогах. В общем, все в белом. Каждый держит на плече серебряный топорик. Вот такая символическая охрана телохранителей государя. Вдоль стен, как в кино, сидят бояре в высоких меховых черных шапках, вне зависимости от времени года. Послы выстраивались перед царем, и царь подавал знак, что он жалует послов, то есть позволяет подойти и поцеловать руку государю. Надо отметить, что высокая честь целования царской руки предоставлялась только послам из христианских стран. Католических, протестантских, неважно, но христианских. И все равно рядом с троном находилась золотая либо серебряная чаша с водой, в которой царь непременно омывал свои руки сразу после процедуры целования. На всякий случай. Разговор, собственно, был короткий. После допуска к руке объявлялось: «Пусть господа послы сообщат, что им полагается». И далее речь посла, собственно, суть посольства. Предложение. После речи посла ему объявляли, что все, мол, спасибо, все понятно. Передавались грамоты, видимо, с письменным изложением предложения, полным либо частичным. Грамоты принимали, отвечали: «Спасибо, мы грамоты эти переведем,
вопрос изучим, никогда ответ на послание, на предложенный проект договора никогда сразу не давался. Принимали и обещали дать ответ в скором времени по рассуждении, после обсуждения. Собственно, за весь этот дипломатический прием царь произносил только одну фразу. Спрашивал о здоровье пославшего, мол, как ваш герцог, король, как поживает, здоров ли? Больше царь рта не открывал, не солидно. Принято было царственно молчать и взирать. Молчание – золото. Да, важный момент. Во время этой процедуры послам еще разрешалось озвучить список подарков. При этом послы зачитывали подарки царю, а сами подарки вносились и где-то здесь прямо в палатах красиво, в сундуках складывались. Ну и потом все. Подарки принесли, после этого послам объявляли, ну, собственно, до свидания. Всем спасибо, все свободны. Царь вас жалует блюдами со своего царского стола. Это не означает, что послы приглашались за стол. Нет, послы шли обратно на посольский двор к себе, а там по возвращении на посольский двор вот те самые блюда царского стола, всякие серебряные, богатые, с вкусными кушаньями послам приносились от имени царя, и послы начинали есть и пить за здоровье его царского величества, не в присутствии царя, естественно. Ну, никто их там напиваться допьяно не заставлял, пили так, сколько хотели, скромно. Как царь одевался? Что из себя представлял царский наряд? Но в данном случае мы должны понимать, что наряд – это не в современном смысле этого слова нарядное красивое платье. Наряд – это форма одежды царская, уставная форма. Царь наряжен означает не царь одет, а царь одет по уставу, подобающему данной церемонии. В соответствии с чином этой церемонии. Разные церемонии, разный чин, разная одежда, разный наряд. Главный элемент большого царского наряда – это государственные регалии. Собственно, венец, то, что у нас заменяло корону. Не шапка Мономаха, ей только короновали, а то, что царь носит регулярно на царских церемониях официальных. Венец – это специальная отороченная соболем шапка. Далее держава, скипетр, крест, непременно православный, золотая цепь. Вот главные элементы царского облачения. Венец, вот эта шапка специальная, была сделана кремлевскими мастерами по заказу Михаила Федоровича в 1627 году. А скипетр и держава достались ему от предков. Считается, что они принадлежали Борису Годунову, которому, в свою очередь, скипетр и державу подарил еще император Священной Римской империи. Алексей Михайлович заказал себе в Константинополе новый скипетр и державу, которые, естественно, делали греческие мастера. Почему в Константинополе? Потому что Москва – Третий Рим, и вполне естественно, что мастера из Второго Рима, Константинополя, хоть и павшего, делают царские регалии для Третьего Рима, которые вечено Четвертому не бывать. Специальная одежда для царских церемоний основная – это так называемое царское платно. Платно – это, собственно, платье. Наше слово «платье» произошло от слова «платно». Это длинное, расширяющееся к низу, без воротника. Воротник надевался сверху отдельно. Вот такое одеяние. Рукава, так как вы видите на картинке, они расширяющиеся, тоже длинные. Платье, в него не надо было пролезать с головой, облачали тебя и застегивалось по бокам. Вот на наиболее известных картинках мы видим этот царский большой наряд. Конечно, он не каждый день так ходил, а только на торжественных церемониях. Слева мы видим Михаила Федоровича, а справа Алексея Михайловича. Наряд, в общем-то, мало чем отличается. Это платно надевалось поверх кафтана, или, как говорили, становой кафтан. Вот это довольно бесформенное такое платно, широкое. А становой кафтан нормально сшитый по фигуре, приталенный, как бы сейчас сказали, полупиджак, который, в свою очередь, этот кафтан одевался на исподнее. Исподнее – это просто рубаха, обычно уже шла поверх голого тела. Ну, в обычное время что еще царь мог носить? Летом тоже исподняя рубаха и кафтан. Кафтан – вот это вот полукуртка, полужилет. Это мужская, уличная, комнатная одежда самых разных тканей, даже разной длины. Обычно довольно удобный приталенный кафтан. Современный пиджак, куртка.
Зипун, если холодно. Зипун – это что-то типа, опять же, жилета или куртки современной, только подлиннее, до колена. Летом на кафтан могли одеть еще легкий опашень. Опашень в том смысле, что он носился без пояса на опаш. Рукава у этого опашня иногда были удлиненные, но они довольно интересны, они разрезаны были до локтя, их можно было за спиной просто завязать, то есть они не мешали. Получалось рукава отчасти пояс. Ну, нам сложно представить такую себе одежду, но нашим предкам было в ней довольно удобно, с завязанными за спиной полурукавами. Шуба, конечно, главный ритуальный вид одежды, и зимний, а иногда и летний. Вот шубы до 19 века, не поверите, выглядели совершенно не так, как современные шубы. Совершенно не так, как шубы, в которых ездил Толстой, Пушкин и наши писатели, музыканты, известные нам по картинам. Это не шуба Шаляпина с картины. Нет. Шубы до 19 века делались наоборот. Мехом вовнутрь. Так теплее. Ну и как-то приятнее, наверное. А сверху кожа обшивалась дорогой материей, украшалась вышивкой, серебром, золотом иногда, драгоценными камнями. И вот если надо пустить пыль в глаза, то есть показать достаток, то тогда шубу одевали и в теплую погоду. Как делают сегодня модницы в Европе. Знаете, в Италии мы же видим с вами часто на картинках. Идет какая-то небедная сеньора или сеньорита по мостовой Милана, вот на таких каблуках, ни снега, ни дождя, а сверху шуба. Богато. То и тогда одевали, если надо, шубу и в теплую погоду, и даже в помещение. Бояре могли прийти в шубе. При этом, конечно, овечья шуба, даже медвежья шуба – это не статусная одежда, это для простолюдинов. Богатые люди их не носили. Носили дорогие меха, соболиные, главным образом. И мех брался не абы какой, а в основном с брюшка, самый нежный, самый такой приятный на ощупь. Но так как мех – вещь скоропортящаяся, как мы с вами понимаем, отсюда, чтобы мех не портился, и всякие современные, прости господи, шубохранилища у небедных людей, особые холодильники для хранения шуб, никогда не видел, но, говорят, есть. И вещь важна, если у тебя шуба хороша. То, к сожалению, шубы тех времен совсем не сохранились. Нет у нас ни одной царской шубы. Можем только картинку показать, как это было. Да и то, картинку, написанную не современниками, а по описаниям. Вот описи о количестве шуб сохранились. У Михаила Федоровича со временем накопилось аж 50 шуб, в том числе 22 золотных, то есть с золотыми украшениями на коже. А у Алексея Михайловича уже золотных шуб было 36. Не надо думать, что цари с жиру бесились. Наличие золотной шубы, ну или просто шубы царской украшенной, это, понимаете ли, наградной фонд. Не было большего почета для воеводы, боярина за победу, за долгую службу или прочие какие-то успехи ратного либо мирного труда, как получить шубу с царского плеча. То есть шубу из того самого царского хранилища. И шуба это была, ну, как звезда героя, наверное. Или орден Святого Георгия впоследствии. Сейчас проще это все решается. Орден, часы с руки. А тогда практично шубой с царского плеча. Со временем надо сказать, что система награждения значительно упростилась и удешевилась. С тех пор, как появились разного рода ордена. Предки наши рассуждали по-другому. Я сделаю небольшое предисловие про цены и про заработки. Оно очень условно на самом деле, потому что вы не представляете, как все меняется со временем. Невозможно перевести современные деньги в деньги 17 века. Невозможно сказать,
что сколько стоило дороже либо дешевле, чем сейчас, потому что все меняется постоянно. Вот давайте вспомним советские времена, поздний СССР, какие громадные суммы платились за телевизоры, ну, в пропорциях к заработным платам. Примитивные магнитофоны или аудиокассеты. Аудиокассета 12 рублей стоила. $20. Вот аудиокассета 60-90 минут. Импортная. Сегодня это все копейки применительно к современным технологиям, к носителям, а сколько стоили первые компьютеры. Когда же мы будем говорить с вами о ценах 17 века, то тем более очень сложно определить. Если мы возьмем с вами цены на продовольствие, они менялись в зависимости от региона. Плавали. В Москве одна цена в центре, а где-нибудь во Владимире, Новгороде совершенно другая. А оптом одна цена за пуд, за подводу, а в розницу другая. Стоимость денег тоже все время плывет в 17 веке, потому что основная валюта твердая – это серебро. В России, кстати, серебра не было. В России перечеканивали европейскую монету, либо чеканили монеты из европейского серебра. Рубль – это перечеканенный талер, Ефимок назывался, да. Доллар потом появился от этого в Америке. Все это из серебра, добытого на территории современной Чехии, либо Германии. Серебро в России, серебряные рудники откроют гораздо позже. Но цена серебра в Европе постоянно падала весь 17 век в несколько раз, потому что огромный приток золота и серебра из американских колоний, особенно из Южной Америки. Появляются медные деньги, это глобальный слом всей финансовой системе. И от этого медный бунт, о котором мы с вами говорили, глобальная девальвация, невиданная ранее в старой русской истории, девальвация денег. Это еще впереди будут бумажные деньги в екатерининские времена и гипердевальвация войны 812 года. Поэтому говорить сложно. Но кое-что вам сейчас расскажу для затравки, чтобы вы не обвиняли меня, что мы говорим об абстрактных вещах, не применительно к конкретной жизни. Итак, попытайтесь запомнить. У нас была интересная денежная система. Проще, чем в Британии, гораздо с ее там шиллингами, пенсами, фунтами. Частично эта система была десятичная, но были и старинные монеты, которые тоже надо понимать и учитывать. Итак, 1 рубль – это 100 копеек. Или 10 гривен, гривенников. Гривенник – 10 копеек, гривна. Или 1 рубль – 33 алтына. Алтын примерно 3 копейки, а в свою очередь копейка тоже довольно крупная монета. Поэтому копейка делилась на деньги. Деньги. 1 копейка, 2 деньги. Вот такие у нас будут денежные величины. На примере аукциона, аукционные цены, чтобы вы поняли, что сколько стоило из промышленных товаров того времени, я взял отчет о распродаже имущества Окольничева-Татищева. Видимо, дальний предок нашего первого русского историка Татищева. Этот Окольничий Татищев был казнен в смуту, а имущество его продано с торгов. Итак, цены рубежа смуты Михаила Федоровича. Огнестрельное оружие. Свейских и Ливонских продано 21 самопал. Цена ему одному 40 алтын. Переходим на современный язык. Шведского либо ливонского производства огнестрельное ружье одно 40 алтын. Считаем, рубль 30. А 20 самопал по полтине самопал. А 20 самопал, видимо, какие-то халтурные были самопалы. Низкого качества, поэтому они пошли по полрубля. А вот неожиданно, холодное оружие. Сабля продана кизылбакшская, булатна, без наводу черень и огниво золото с бирюзами, наряд серебрян, золочен, с камышки, ножны гзовые черны. В 15 местах камения нет. Ну, то есть не сабель, а произведение искусства. Тут тебе и ножны в золоте, и в серебре, и в камнях, но в 15 местах камни повытаскивали. Какие-то, видимо, остались. Цена 50 рублей. То есть по цене этой суперсабли можно было роту вооружить самопалами. Вот такие пропорции. И тут же рядом продан палаш литовский, то бишь польский палаш. Представляем себе, да? За 1 рубль. Ну, видимо, этих палашей литовских после смуты и нашествия у нас было такое страшное количество,
что дорого они не стоили. Сабля золоченая в 50 раз шла дороже. Вот интересно, кони. Немало коней было у окольничего Татищева. Кони распроданы все по цене от 6 до 18 рублей. Кони там автомобиль. Так что сосчитаем, да, от 6 до 18 рублей получается, рубль в ценах на автомобиле выходит у нас чуть ли не в $1000 тогда, если не больше. Кони от 6 до 18 рублей, а 3 самых лучших коня от 30 до 65 рублей. Вполне. Применительно к автомобилям рубль $1000, а применительно к саблям непонятно. А применительно к ружьям как-то очень дешево стоили эти самопалы. Совсем непонятно. Далее. Сапоги софьяные, черленые, ношенные. БУ. Цена 10 алтын. Примерно 30 копеек. Много, мало. Если мы считаем, что рубль в автомобилях $1000, то рубль в сапогах, значит, сапоги ношенные ушли за $300. Сапоги тогда ручная работа, тогда потока не было. Софьяные вполне правдоподобная цена. Шапка лисья горлатна. Ох, хорошая шапка была. 10 рублей с аукциона. Шапка за $10 000. Представим себе лисью, нет? Сейчас таких и не делают. Ни за какие деньги. Книга. Одна была у окольничего. Печатная. 75 копеек. Дорого стоили книги. Уважали. И в конце ведро рейнского вина. 30 алтын. Почти рубль. Ведро вина, это ж бутылок, наверное, 15 получится. За $1000. Хорошее рейнское вино. Вот такие были цены в начале Михаила Федоровича, аукционные в Москве. Если же мы посмотрим с вами на цены народные, простые, даже более поздние, я возьму цены до Медного бунта и после, потому что после Медного бунта сильно все поменялось, то мы увидим с вами фантастическую. Вот сабли червеные дорого и лисьи шапки, а продукты, недаром писали иностранцы, невероятно дешево в Москве. Хлеб черный. 5 копеек. После девальвации и медных денег 10 копеек. Пуд. Пересчитайте на буханку. Хлеб белый 12, а потом 16 копеек. Пуд. Крупа гречневая. Вот легко всем понять. Сколько стоит гречка в магазине? Гречка 12 копеек. Пуд. Соответственно, копейка килограмм. Посчитайте, копейка килограмм. Капуста. 1 копейка. Пуд капусты. Капустой можно было объесться. Говядина. 22 копейки. После девальвации 28. Пуд. 1,5 копейки за килограмм говядины. Друзья мои, недорого, наверное, по лондонско-парижским ценам. Молоко 5, а потом уже, спустя несколько десятилетий, 8 копеек. Ведро. Соответственно, разделите на 10. Сколько литров? Яйца. Вот еще одна цена из супермаркета, которую мы легко понимаем. Яйца 11 копеек. Скажете, дорого? Нет, друзья мои, тогда не десятками яйца считали, а сотнями. Поэтому получится копейка за десяток. Десяток яиц стоит примерно столько же, сколько килограмм гречки, чуть дешевле, чем килограмм говядины, и столько, сколько 16 килограмм бочонок капусты. Вот такие цены. Продукты были дешевые. Зарплаты. Все это, конечно, абстракция, если мы не будем говорить с вами о зарплатах. Начнем с низко. Зарплата паденного рабочего. Зарплаты росли, естественно, равно как деньги обесценивались. Возьмем строителя, каменщика. От 3 до 6 копеек в день. При Алексее Михайловиче до 8 копеек в день. Посчитайте, за зарплату рабочий при Алексее Михайловиче мог купить килограмм, получается, 5-6 говядины, колоссальное количество капусты. Дневная зарплата. Понятно, что у специалистов, у художников, например, у иконописцев и всяких там золотошвей жалование могло доходить и до 10 копеек в день. Если человек работает, тогда 2 выходных не было, будем считать, что человек работает 26-27 дней, это 2,5 рубля, 3 в месяц. Это приличные деньги. Потому что за эти 2,5-3 рубля в месяц в среднем можно было арендовать двор, жилье.
Ну, двор каждый понимал по-разному. Это могла быть какая-то крохотная избенка, а могла быть часть хорошей избы со двором, с сараем. А где-то в провинции это мог быть целый дом со двором. Аренда его как раз так примерно и стоила от 2 до 5 рублей в год. Значит, считаем с вами, что каменщик за месячную свою зарплату мог арендовать угол себе, а иногда очень приличный угол, на год. Пересчитаем цены на аренду жилья в Москве и вздохнем. Можно ли за месячную зарплату суперквалифицированного каменщика или золотошвеи на год арендовать себе квартиру? Наверное, нет. Ну, в общем, понятно, зарплаты тоже все условно, потому что где-то платили меньше. Казна, кстати, платила немного своим мастерам. А где-то частники, бояре, либо купцы, платили больше, перекупали специалистов. Кстати сказать, тогда еще общее правило было, что придачу к деньгам обязательно полагался корм. То есть брал ты себе каменщика на работу, ты его еще должен был обеспечить жильем и кормежкой. А деньги это отдельно, это не считается. Вот, например, в столице иконописцы, это очень квалифицированные мастера, те, которые по 10 копеек в день получают, считай, почти 3 рубля в месяц. Вот иконописцы получали, кавычки, сытного двора по 6 чарок вина дворянского. Вино дворянское, наверное, как бы сейчас сказали, хорошее вино. По 4 кружки меду и по ведру браги каждому человеку, а с хлебного двора по тому же и пироги. Ну, я надеюсь, что это речь идет о, по крайней мере, месячном кормовом пожаловании, потому что при таком количестве дворянского вина, браги и меда ни один иконописец работать бы не смог. Наверное, это все-таки в месяц. Ну вот вино, мед, пироги. Пожалуйте, вам дополнительных зарплат, не считая проживания. Те, кто работали, друзья мои, и владели ремеслом, а то и искусством, коли мы говорим с вами об иконах, или вышивании золотыми нитями, или кузнечном деле, или пушечном деле, во все времена всегда жили хорошо. Так что учитесь, друзья мои, и работайте. Я уж не говорю о том, что знание иностранных языков позволяло сделать блестящую карьеру при дворе, в посольском приказе и выбиться из самых городских низов, бывало и до дьяков, а то и до думного дьяка. Сейчас вернемся, давайте, к бытописанию, к быту московских царей и двора. Начну я с жилья, резиденции. Цари жили в Кремле. А в те времена Кремль – это и есть Москва. Поскольку Москва со временем, своими слободами, китайгородскими стенами, земляными валами, вся остальная Москва буквально обволакивала Кремль как паутину. Я в очередной раз приглашаю вас, дорогие друзья, в детище мое музей истории военной формы на Большой Никитской. Там есть, и, кстати, в филиале этого музея на Лаврушинском переулке в Стрелецких палатах, в доме думного дьяка, к слову сказать, и одного из стрелецких командиров, полковника Титова. Так вот, в этих двух старинных московских особняках есть уникальные макеты московского Кремля разной эпохи. Придите, посмотрите, вы глазам своим не поверите, как это выглядело раньше. Что из себя представлял Кремль при Петре, при Алексее Михайловиче или в другие времена. Вот Москва этот Кремль обволакивала. Так возникала кольцевая радиальная система строения нашей прекрасной столицы. В центре Кремля находился главный царский каменный дворец, Теремной. Он, кстати, сохранился в основе своей и сегодня. Его можно посмотреть. Построен был как раз при первом Романове Михаил Федорович. Это 1630-е годы, 400 лет назад. Вот посмотрите на снимки, на фотографии. Там в самом низу палаты, которые строились еще раньше, до Романовых, а сверху, как принято было на старых стенах, старых фундаментах, возводились новые этажи. И было возведено целых 3 каменных этажа на старых подвалах, фундаментах нового царского дворца. Ну, первый этаж, как принято, рабочие помещения. Второй этаж, собственно, царские покои. Вот там такая анфилада комнат. Вообще интересно, у этого дворца плоская крыша, по крыше можно было гулять.
гульбище называлось. Не выходя на улицу, переходы, прогуляться. А третий этаж – это покои царевича, детские помещения. Ну, тогда понятие личного пространства было весьма условно. Вообще ведь комнаты делали не изолированными, а анфиладными. Переход из одной комнаты в другую. Жилые комнаты выстраивались вокруг системы отопления, вокруг печей. Слуги по этим комнатам бегали туда-сюда. В общем, нам бы в этих покоях жить было бы очень тяжело. Если вы посмотрите «Версаль», Версальский дворец, я вообще не понимаю, как бедный французский король там жил. Не случайно говорят, чтобы перейти из своей спальни в спальню любовницы, король должен был пройти через пару анфиладных спален предыдущих любовниц и еще перездороваться с какими-то дворянами, которые там тоже ночевали между делом. В общем, никакой личной жизни. В России хотя бы разделяли женскую половину и мужскую, строго разделялась во дворце, и ходить, даже спросить у царицы, как спалось ей, мог только отдельно выделенный человек со специальным пропуском, разрешением. А так заходить туда мужчине категорически нельзя. В Европе этого разделения не было, поэтому совсем было плохо с приватностью. Ну вот на фото мы видим с вами на картинке довольно роскошное убранство царского тюремного дворца. Но мы должны понимать, что это все восстановленное. Все это погибло во время Наполеонова нашествия и пожара в Кремле в 812 году. Потом в XIX веке было восстановлено по описаниям, по представлениям, как это выглядело раньше. Насколько это аутентично, сказать трудно. Сейчас эти помещения входят в состав резиденции президента в Кремле. Туда я попадал с экскурсиями, но поскольку сейчас ведение комендатуры Кремля, по-моему, записаться свободно на экскурсии в эти помещения нельзя. Но при желании попасть можно через музеи Кремля. Попробуйте. Очень интересно. Это городской дворец. Жизнь в городе. Понятно, что летом в жару выезжали в загородные резиденции цари, старались на природе проводить время. Ездили недалеко. Главная царская дача той поры – это загородная резиденция в Коломенском. Сегодня это южная окраина, спальные районы Москвы. В Коломенском с использованием дворца еще Ивана Грозного были построены царские деревянные и каменные дворцы. Погуляйте по Коломенскому, это прекрасный парк, чудесно сохранившийся, прекрасная территория на берегу Москвы-реки. Внутри города, там, кстати сказать, находятся самые древние московские дубы. Если поверить интернету, то они еще старше, но ученые говорят, этой царской дубовой роще не менее 600 лет. То есть они помнят еще смуту, они помнят Ивана Грозного. Уж совершенно точно под этими дубами играл Петр I. И хотите прикоснуться к истории? Подойдите к этим удивительным деревьям московским, прислонитесь. Где-то здесь были первые Романовы, где-то здесь играл мальчик Петруша. По легендам их посадил его Дмитрий Донской в честь победы на Куликовом поле. Верится с трудом, конечно, но Петр точно со своим отцом Алексеем Михайловичем здесь были. Царские палаты никакой роскоши. На каждого члена семьи, включая царя и царицу, я уж не говоря о других, всего 2-3 комнаты. Спальня, гостиная, и сеня. Мебели минимум. Мебель состояла, собственно, из лавок по стенам. Стены обиты тканями. На полу ковер. Для царя трон, как полагается. Позже в некоторых комнатах стали появляться европейские новинки. Стулья, кресла, красивые, иногда обитые серебром, золоченые, обитые бархатом. Стены, к слову сказать, были не голые. Наши предки имели чувство прекрасного. Стены украшались не только иконами, картинами, парсуны, как тогда называли, портреты. Могли быть различные библейские сюжеты или просто сюжеты из русской истории. Зеркала. Зеркала были, конечно. Но любоваться в них, высиживать перед зеркалом считалось зазорно. Поэтому зеркала стояли задернутые тканью. Подошел к зеркалу, посмотрел на себя царица украдкой и закрыла, занавесила обратно. Обязательно отдельная комната в покое, где хранились всевозможные святыни. Кресты, иконы, книги там же, подарки иностранцев. То есть такая своего рода библиотека. В комнатах могли быть и часто бывали
И комнатные растения, и разного рода клетки с попугаями, белками. Однажды Михаил Федорович получил в подарок вещую птицу гамаюн. Какая-то была особая птица в золотой клетке. Ну, что-то было за чудо, историкам неизвестно. Вообще о том, как жили бояре, где что было, вы можете посмотреть в замечательном музее. Это филиал нашего исторического музея. В самом центре Москвы, рядом с Зарядьем. Называется «Палаты бояр Романовых» на Варварке. Вот, кстати, слову сказать, именно в этих палатах и родился первый Романов, Михаил Федорович. Конечно, от палат этих, от былой огромной усадьбы около Кремля мало что осталось. Собственно, остался только один главный дом. Но вы увидите и высоту потолков, и размер помещения, и строение этих палат. Это очень-очень любопытно. При Алексее Михайловиче появляются обои. Обычно кожаные либо тканевые. Старинную мебель, грубые лавки стали все более и более заменять изящными столами, креслами, стульями, сделанные по европейским образцам. В Кремле было огромное количество фруктовых садов. Причем не только на улице, и на крышах дворцов. И комнатные были, зимние сады, выражаясь современным языком. Кстати сказать, вот те самые клетки с белками и попугаями, их обычно как раз развешивали в тех помещениях, которые были как бы внутренними комнатными садами такими, зимними. Там и канарейки, и воробьи. Я не знаю, как сейчас, но раньше в детском музыкальном театре центральном на проспекте Вернадского имени Натальи Сац, я тогда там работал, дежурил, еще будучи пионером, вот там в центральном холле этого театра было подобное помещение. Круглая ротонда, в ней много растений, цветов и огромная клетка с канарейками, попугаями. Сходите в хороший театр. А во-вторых, посмотрите, вот примерно такого рода зимние сады и были в царских дворцах. Ну и, конечно, пруды были в Кремле, да, плавали лебеди. Сейчас нет уже. Отдельная история, связанная с регулярным приглашением в царский дворец нищих и больных, бедняков, бомжей, как бы сейчас сказали. Было понятие нищелюбия. Их кормили в царском дворце, поили, раздавали милостыню. Но деньги раздавали не просто так, и приглашали их, конечно, далеко не каждый день. Обычно это делали со смыслом. Когда царь, царица, либо кто-то из членов царской семьи серьезно заболевал, либо когда царице предстояли роды. Принцип был такой, идея. Мы вместе с молитвой совершим богоугодное дело, а Господь нам в ответ тоже дарует исцеление, либо помощь при родах. И вот в расходных дворцовых книгах бухгалтерия велась аккуратно, так и указывалось. Для его государевой и государыни царицы многолетнего здоровья роздано в милостыню приглашенным нищим инвалидам-калекам столько-то денег, продуктов и прочее. Вот несколько раз в конце своей жизни Алексей Михайлович распоряжался собрать с московских перекрестков, там, где нищие обычно собирались, не просто нищих коллег-инвалидов, а слепцов. Всех их позвать во дворец, и там лично со своих рук раздавал им милостыню, деньги. Что это означает? Из этого историки делают вывод, что у царя в конце жизни, видимо, были проблемы со зрением, и он, раздавая милостыню слепцам, пытался таким образом, чтобы о нем там тоже подумали. Игрушки, сладости, всякое баловство для детей, все это тоже покупалось царицей. Как любая мама, она баловала своих детей и аккуратно записывалась в расходные книги царского казначейства. Особенно, когда выезжала на богомолье. Вот едет мама часами, а то и днями в воске со своими малыми детьми, а с ними пакетики с калачиками, ягодами, орехами, пастилой. Все это закупалось детям в дорогу, чтобы они жевали, сосали леденцы, чупа-чупс, не хулиганили, вели себя в долгой скучной дороге на богомолье тихо. Знакомо, да? Кстати, вот едет этот длинный царский поезд куда-нибудь в Троице-Сергиеву лавру, а по пути на дороге местные крестьяне выходят со всех окрестных деревень. И не просто так с пустыми руками. Крестьяне, зная, что приближается поезд с царицей, детьми, тащат с собой блины, пироги, клюкву, квас, пряники. И все это они стремятся поднести, то есть подарить царице и ее детям. Такой обычай. А обычай требовал подарки эти непременно брать, уж я не знаю, ели
либо тут же раздавали слугам, приближенным, охране там и прочее, брать и отдариваться, жаловать какую-то награду. Ну, отдаривались, как мы понимаем, не блинами и пирогами, а отдаривались деньгами. То есть крестьяне в накладе не оставались. Была в этом некая ритуальная хитрость. Продать свой товар, но подарком. Естественно, не царица сама деньги раздавала крестьянам за пироги. Занимались этим охрана, брала на себя удар. Специальные люди, стольники, ФСО. Вот вам от царицы пожалование такое. Ну, отдельная, конечно, история, о которой нельзя не рассказать, это история с царской свадьбой. Мы понимаем с вами, что царь должен родить наследника. А желательно несколько наследников, дабы была очередь и гарантия. Младенческая смертность колоссальная. Только когда у тебя есть наследники, мальчики, тогда это династия. А иначе политическая нестабильность. Подбору невесты, чтобы была красная и здорова, уделялось внимание невероятное. В России это проходило очно. Вот в Европе, кстати, у нас это было совершенно невозможно, был принят вообще дистанционный ритуал свадьбы. Представитель венчался за короля. Я приведу пример, который нам понятен. Времен «Трех мушкетеров» современник нашего Михаила Федоровича, первого Романова, английский король Карл I, женился на французской принцессе, женился по доверенности. На церемонии его заменял герцог. У нас такое, еще раз, было невозможно. Церемония состоялась в Нотр-Даме де Пари, а король тем временем оставался в Лондоне и не приезжал даже. Причем даже не в самом Нотр-Даме, а на пороге, на крыльце Нотр-Дама. Потому что король ведь не католик, англиканская церковь. Поэтому Папа Римский принял компромиссное решение. Он разрешил брак французской принцессы с еретиком, английским королем, но зато не в соборе, а рядом с собором, у входа. Компромисс. После свадьбы герцог должен был доставить принцессу в Лондон. Герцог тот самый Бекингем, которого мы помним с вами по «Трем мушкетерам». Ну, что-то он там в Париже задержался. Не знаю, крутил ли он роман с Анной Австрийской, или это сильное преувеличение некоторых историков и Александра Дюма. Но в итоге, когда в конце концов юная 15-летняя принцесса приехала в Лондон и в первый раз увидела своего мужа, то, зарыдав, бросилась перед ним на колени. Вот тут мнения расходятся. Одни говорят, что король был настолько красив и обаятелен, что она упала на колени от счастья, а другие говорят, что от ужаса. Я склоняюсь к первой версии, потому что брак их, слава тебе, Господи, оказался счастливым. У нас все-таки было как-то попроще. Царь очно выбирал себе царицу. И вот, когда Алексей Михайлович, как мы помним, его отец очень поздно женился, с этим было много проблем, я об этом в беседе Михаила Федоровича вам рассказывал. Детективный сюжет. Алексей Михайлович решил жениться рано, в 17 лет. Тут же смотрины, как полагается, 200 самых красивых, знатных, из хороших семей невест. Ну, царю такой широкий выбор не давали, дабы глаза не разбежались, потерял бы голову. Ему отобрали шорт-лист, 9-6. Вот из них уже царь выбирал сам. И он вручил, как принято тогда было, кольцо и платок своей избранной девице Всеволожской. Знатный старинный род Всеволожских. Знатный старинный, но совсем не богатый. Отец ее был каким-то мелким воеводой. Поэтому тут же начались интриги. Хотя девица, судя по описаниям, была невиданной красоты, и царю очень приглянулась. Но никто не отменял борьбу за доступ к телу, толкотня в передней, в приемной президента. Все это нам знакомо. Начались интриги. Интриги, какая там Всеволожская притащит своих родственников, которые раньше в Москву на пушечный выстрел не пускали, а нас отодвинут. Мы помним с вами из истории старшего Романова Михаила Федоровича, что дворец очень опасен для здоровья невест и для жизни даже. То же самое произошло и с девицей Всеволожской. Какая она там ни была раскрасавица, а перед очередной встречей с государем ей при одевании так затянули волосы на голове, уж я не могу себе это представить, девушки, наверное, поймут. У нее там что-то с притоком крови, и при встрече с царем она просто упала в обморок. Ну, тут же главные интриганы, а главный интриган тогда был царский полупремьер-министр, главный боярин Морозов, он объявил, что, ну, видите, падает, падучая, наверное, у нее, болезная.
Нельзя такую брать. Царь говорит, как же так? Раньше же все было нормально. А это испортили, околдовали, и через нее падучая на царя придет. В общем, кончилось тем, что девушку и всю ее семью от греха подальше сослали в Тюмень вместе с бедолагой отцом воеводы. Потом, слава богу, вернули. Но свадьба расстроилась. А расстроив свадьбу с неправильной невестой, всемогущий боярин Морозов тут же организовал свадьбу новую царю, правильную. Вернее сказать, не свадьбу, а сразу две свадьбы. Царю привели на просмотр двух сестер Милославских, близких Морозову. Царь выбрал старшую. Считается, что тоже за красоту. Ну, молодой, что это, в 17 лет, 18. Гормоны, о чем думать. Морозов, премьер, которому было 57, он к этому моменту овдовел, тут же объявил о намерении жениться на младшей сестре Милославской. Таким образом, цель была достигнута. Боярин Морозов стал родственником, свояком царя, ибо женились они на сестрах. Разница в 40 лет совершенно боярина Морозова не смутила. В браке у Алексея Михайловича родилось 13 детей. Двух мы все знаем. Это Иван, брат Петра I, и царевна Софья. Умерла Милославская в 44, болела, 13 детей. И Алексей Михайлович после этого женился на Нарышкиной, которая тоже, считается, что он ее заприметил в доме своего друга, боярина Артамона Матвеева. Нарышкина тоже успела родить ему 3 детей. Одного из них, опять же, все знают, ему памятники по всей России. А еще было 2 дочери. Одна дочь умерла ребенком, а вторая дочь – это любимая сестра Петра I Наталья. Кто читал роман, замечательнейший роман красного графа Алексея Толстого «Петр I», то помнит, что одной из центральных сюжетных линий является история любви царицы Натальи и героя романа, простого парня, по-моему, по фамилии Бровкин, который делает при Петре успешную военную карьеру. Гвардеец, офицер, преображенец, по-моему. Почитайте. Недавно, кстати, военно-историческое общество поставило в Самаре, в городе, тесно связанном с судьбой Алексея Толстого, замечательный памятник. Будете в Самаре, посмотрите. Там и памятник ему, и герои Толстого все рядом, начиная с Буратино, Аэлиты и героев хождения по мукам. Ну и Петра, конечно. И замечательный литературный сквер. Так и хочется сесть, раскрыть томик Петра I и перенестись туда, в 17 век. Как проходили свадьбы? Проходили в воскресенье. Это считалось первым днем недели, не понедельник, а воскресенье. Вообще, сам день воскресенья назывался тогда неделя. Соответственно, понедельник – это первый день после недели, после воскресенья. И сейчас на многих славянских языках, на польском, сербском, чешском, воскресенье – это неделя, или там неделя, недзеля. Старинное славянское название. 2 огромных ритуальных свечи присутствовали на бракосочетании и последующих мероприятиях. Одна царская свеча весом в 3 пуда, это 50 килограмм, и, соответственно, для невесты тоже свечи чуть-чуть полегче. Эти гигантские свечи таскали специально обученные люди сначала в храм, потом в царские палаты, потом там, где обед, ну и, в конце концов, в спальню. В спальне их ставили горящими. В изголовье вкать с пшеницей. И вот эти уже всю свадьбу горящие свечи гигантские на протяжении нескольких суток горели, выполняли роль оберега. Всюду, где шел жених и невеста, специальный думный дьяк из чаши осыпал новобрачных. Там травами, хмелем, монетами золотыми, мехами, беличьими соболиными шкурками. В общем, что только не делали. Все это осыпание было ради плодородия. Традиция такая. Весь двор, слуги, опять же, участники свадебной церемонии одевали богатые красивые наряды. Белые кафтаны, соболиные лисьи шапки. Все это было необычайно торжественно. Все это выдавалось им как театральный реквизит. На время свадьбы из казны под роспись. Потом вся эта красота обратно сдавалась в казну. И не дай бог не досчитаются какой-нибудь соболиной шапки. Важная миссия. Опять же, специальные люди. Беречь путь жениха и невесты. Во время царских выходов специально выделенные люди смотрели, чтобы никто в толчее, не дай бог, не перебежал дорогу, по которой пойдут жених и невеста царственные.
Если пересечь путь новобрачных, плохая примета, почти колдовство. Поэтому путь чист, и вкропи эту дорогу святой водой. Ну, я саму церемонию венчания описывать не буду в Успенском соборе. Все это было довольно традиционно, нам понятно как. Но вот что интересно. Еще со времен древнеславянских менялась прическа невесте. Это очень глубокая традиция от Рюрика. И расчесывались волосы на особый манер. Причем, например, при Михаиле Федоровиче расчесывались особым гребнем, смазанным медом. Нам это будет казаться не очень, наверное, эстетично, но тем не менее. Потом уже при Алексее Михайловиче перестали гребень смазывать медом, но тоже особенная прическа. Если мы с вами судим о свадьбе исключительно по русской классике, фильму «Горько», то в те времена все было не так. Никакого особого пьянства в первый день на свадьбах не допускалось. Не надо думать, что все там набрасывались на выпивку, на еду. Нет. В первый день, первый свадебный пир, мало ели, в том числе жених и невеста. И жених и невеста ничего не пили. А гости пили подчеркнуто очень мало, дабы не смущать. Почему? Потому что потом брачная ночь. Все должно быть по-трезвому. На здоровье может сказаться зачатого наследника. Поэтому никакой выпивки. Постель новобрачных делалась так. В основу клали 27 ржаных снопов. Я уж не знаю, почему 27. Поверх 7 перин и специальный валик в изголовье. Ну, а потом сверху подушки, ковер, одеяло. В ногах непременно должна лежать соболиная шуба. Ну, не знаю, для тепла. На второй день для невесты проводился обряд удостоверения ее невинности. Как это было в деталях, честно говоря, не знаю. Ну, как-то удостоверялись. Ну и, наконец, второй, третий день уже настоящий свадебный пир, где можно было уже поесть и выпить от души. Вот этот весь церемониал свадьбы подробнейшим образом был расписан. И, как мы знаем с вами, Алексей Михайлович большой любитель порядка во всем, правильно прописанного протокола, сценария, за этим следил. Поэтому, когда он женился второй раз, уже на Нарышкиной в 42 года, умудренный, опытный человек, он лично внес в свадебный чин изменения. Они заключались в том, что нужно было угощать, жаловать не только тех, кто приглашен на свадебный пир, но и всех москвичей вокруг, ну или, по крайней мере, всех рядом находившихся в Кремле, дабы, в кавычках, как написал государь, ни един не пребывал в печали. Так что, когда герой Яковлева говорит «Марфуша, нам ли быть в печали?», то он практически цитирует свадебный сценарий, написанный Алексеем Михайловичем Романовым. Эх, Марфуша, нам ли быть в печали? Фраза эта вполне аутентична. Коли говорим о свадьбе, давайте пару слов о суровой женской доле. Функция царицы, роль царицы и положение ее, конечно, немного отличалась от королевы европейской. Вот как писал об этом иноземный гость по имени Рейнтельфс, это во времена Алексея Михайловича. Кавычки. «Ни одна государыня в Европе не пользуется таким уважением подданных, как русская. Русские не смеют не только говорить свободно о своей царице, но даже смотреть ей в лицо. Когда она едет по городу, экипаж всегда закрыт, чтобы никто ее не видел. Русские так привыкли к скромному образу жизни своей государыни, что когда нынешняя царица, имеется в виду Наталья Кирилловна Нарышкина, молодая, вторая жена Алексея Михайловича, проезжая посреди народа, несколько раз приоткрыла окно кареты, то москвичи не могли надивиться такому смелому поступку. В общем, это вам не королева Марго и не другие европейские королевы с довольно свободных нравов того времени. А вот что пишет при той же эпохе другой иностранец по имени Мейерберг. Из 1000 придворных едва ли найдется один, который может похвалиться тем, что он видел царицу, или кого-то из сестер, или дочерей государя. Даже врач никогда не мог ее видеть. Когда однажды по случаю болезни царицы необходимо было призвать врача, то прежде чем ввели его в комнату к больной,
то занавесили плотно все окна, чтобы ничего не было видно. И когда нужно было пощупать у нее пульс, то руку ее покрыли тонким покровом, дабы даже медик не мог коснуться ее тела. Вот так. Если же кто-то из мужчин, либо слух, случайно встречался в переходах дворца с царицей, начиналось расследование. А это он зачем? Что там попался на глаза? А не было ли какого злого умысла? А может, сглазить хотел? Что он вообще там делал в женской половине? Так что те, кто о нравах европейского двора и судят по фильму «Игра престолов», знаете, у нас было все совершенно по-другому, по крайней мере, в женской части. Царица не присутствовала публично ни при служениях в церкви, ни при совершении торжественных обрядов, на которые неизменно выходил только один государь. А если был уже объявлен официально наследник, то вместе с ним царевич. Царица общалась с женским кругом. Да, она не скучала, она не была в одиночестве. В царицыной палате устраивались приемы, полноценные обеды, ужины, чаепития, но для женщин. Ну, это могли быть родственницы, подруги, жены бояр. Приглашались часто игуменьи, уважаемые разных монастырей, и даже простые монахини. Но это женская половина. В мужской части до Софьи не появлялся, по сути, никто. В этом-то и революционность царевны Софьи, наиболее образованной, умной, решительной, волевой дочери Алексея Михайловича. Она нарушила все каноны. Тогда же, помним с вами, это глубокая традиция. Жена государя должна быть где-то, чтобы ее было не видно. И поэтому прошли столетия, но памятная всем нам Раиса Максимовна Горбачева шокировала широкую общественность, массовое общественное мнение, активно общаясь, не где-то в тени государя генерального секретаря, а на виду, вмешиваясь в разговор, наверное, из самых благих побуждений. И, наверное, многое было очень разумно и правильно, но это было непривычно. Ибо эта традиция с тех самых времен складывалась столетиями. Жена государя должна быть далеко-далеко в тени на женской половине. Про праздники долго вам рассказывать не буду. Праздников было много религиозных, а других, собственно, и не было. Но вот что любопытно, знаменитое крещение, праздник Богоявления, с погружением в прорубь, это не старинная и не церковная традиция. В те времена никто в проруби не окунался. Таких предписаний, таких церковных не существовало. Это народная традиция, причем, скорее всего, более поздняя. Считается, что она возникла в деревнях уже в послепетровское время, по причине проводить, естественно, святки в потехах, озорничать, пакостничать, всячески хулиганить. И потом участники этих потех верили, что омовение в проруби, в крещенской воде даст от этих праздничных гуляний и совершенных там мелких грехов очищение. В общем, так вот возникло практически почти как суеверие. А тем не менее, относимся мы сегодня к этому совсем по-другому. Традиция устоялась. И что самое поразительное, то я, честно говоря, не знаю людей, которые простудились бы во время крещенских купаний. Наверное, сила веры бесконечна. Царский обед. Важное, протокольное мероприятие. Вообще Михаил Федорович и особенно его сын Алексей Михайлович в еде были воздержаны. Алексей Михайлович так вообще считался строжайшим постником в царстве. Это означает, что пост соблюдался самым строгим образом. Что можно было есть в пост? Ржаной хлеб, овсяная брага, капуста, ягоды. Считается, что 3 раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам в пост Алексей Михайлович вообще почти ничего не ел. Голодал. Но, тем не менее, царские обеды, будь они постные или не постные, важное протокольное мероприятие. Подавалось множество блюд, десятки. И даже если с этих блюд почти ничего не ели, то потом эти блюда рассылались по протоколу боярам, послам иностранным, так было принято в Москве. Ничего не выбрасывалось. Это называлось послать еду с царского стола. Большой почет. Для сравнения, например, во Франции в те же самые времена тоже королевские обеды роскошные, но недоеденные блюда с королевского стола отправлялись на продажу на парижский рынок. Так что многие парижане могли
задорого попитаться объедками с царского стола, ну, такая практичная была европейская традиция. Французы народ прижимистый. У нас же царь угощал бояр, послов и ближних людей. Причем бояре почитали для себя получить что-то с царского стола за особую честь. Это называлось подача, царская подача. Если вдруг по ошибке курьера какой-то доставки, по любой другой причине, эта царская подача в положенный день, часть пирога, или поросенка запеченного, до боярина не доходила, поднимался страшный шум. А кому это попало? Это же бесчестие. Бояре могли заявиться к царскому двору и заявить, я процитирую современника: «Ни царского гнева над собой, ни вины за собой не ведаем, а в подаче перед своей братьей мы обесчещены». А пирог не дошел. Как ж так-то? Обидно. Как проходил сам обед? Ну, прежде всего, блюдо сначала пробовал повар. Это обязательно. Повар это пробовал в присутствии царского дворецкого. Все изготовил, как положено. Далее блюдо пробовал сам дворецкий перед подачей на стол. Так, дважды попробованное блюдо оказывалось на столе. А затем кравчий, который ставил еду перед царем, тоже должен был отпробовать это кушанье. Через такую цепочку получалось, что отравить царя – это вот отравить и повара, и всех его ближайших слуг. Безопасность. Вот вам картинка с праздничным посольским обедом. Посмотрите, вы видите, это миниатюра из книги 1672 года, описывающая царский прием более ранний при Михаиле Федоровиче. Мы видим, что царь сидит не за общим столом, что у царя стол отдельный, а вдоль стола уже обеденного бояре по стенкам. В общем, все это довольно похоже на современное застолье. Заносилась посуда, главным образом серебряная, специи, соль, перец, горчица, хрен, уксус. Посуда была красивая, это не какие-то там тарелки, плошки деревянные. Со вкусом, как описывалось. Немка серебряно-золоченна, а в руках у ней лохань, кубок золоченный, а на кубке колокольчик с язычком, а под кубком змей со свистом. Вот пойми, то ли это кубок описывается, то ли какое-то блюдо с элементами кубка. В общем, в посуде знали толк. Каждому за столом полагалась непременно своя тарелка, своя ложка и свой собственный отдельный хлеб. Кушанья приносились на больших блюдах. С этих блюд ты ложкой брал себе на свою тарелку порцию, ну, либо накладывал тебе слуга. Блюда заставляли весь стол. А если уже места на столе не было, тогда старые блюда уносились, пусть они будут совсем не тронуты, либо недоедены, и вместо них ставились новые, не дожидаясь, пока все будет съедено. Культура была. Ложка своя, нож, естественно, свой, тарелка своя. Это вот крестьяне, они ели из общего котелка ложкой. А при дворе пользовались индивидуальными тарелками. Вилки. Вилки у нас, как мы помним, появились при Лжедмитрии. Это не на плюс ему сработало, потому что вилки увидели какое-то бесовство. Рогатые, были они не приняты у нас на Руси. Это было такое новомодное изобретение, только-только появившееся впервые в Италии. Вилок не было ни во Франции, ни в Англии. В Англии первое упоминание вилок 1660 год. Времена нашего Алексея Михайловича, считайте, через 50 лет после Москвы, после Лжедмитрия. Та же самая Анна Австрийская, супруга Людовика XIII, которая давала поручения мушкетерам, про нее писали современники, что она любила есть, погружая пальцы в блюдо с мясом. То есть она и ножом-то не пользовалась, так, руками. Не надо думать, что там было все весьма куртуазно. У нас все-таки ложка своя и тарелка. Но постепенно вилка, тем не менее, нашла свое место и при дворе. А Петр I уже без вилки никуда. У него всегда был с собой, как мы помним, индивидуальный набор столовый, который он возил с собой, своя ложка, своя вилка, свой ножик. То он чужими вообще никогда не пользовался. Был в этом отношении брезглив. За столом много пирогов, до 50 видов. Пирог – это главное наше кушанье, с самыми разными начинками. Хлеб ржаной, пшеничный. Самый лучший, кстати, хлеб считался не обычный, из муки грубого помола, а так называемый крупичатый, то есть из самой-самой мелкой муки. Это хлеб самый-самый дорогой. Тогда, к сожалению, медицина не знала, раскрою вам страшную тайну, отвлечемся, но это полезное отвлечение, что хлеб сам по себе совершенно не вреден. На хлебе и квасе можно прекрасно жить. Вреден хлеб из муки мелкого помола, той самой муки, которая превращается в пыль. Если мы посмотрим на муку, которая продается в магазине, мы видим, что эта мука, она
Вот мука крупного помола на деревенских мельницах, мука более похожа на такое мелкое зерно совсем, да, на песок. Вот такая мука совершенно другой фактуры. Если печь хлеб из нее, то он гораздо полезнее. Беда в том заключается, что мука крупного помола, в ней заводятся жучки, поэтому она сложно хранится, очень сложно транспортируется, и это экономически нерентабельно. Поэтому в XIX веке, во время промышленной революции, были созданы гигантские мукомольные предприятия, на которых муку стали мельчить в пыль. Такая мука экономически рентабельна, но хлеб из такой муки хуже качеством и хуже своими питательными свойствами. Поэтому хотите соблюдать диету, ешьте хлеб, если найдете где-то, с деревенской мельницы, с муки крупного помола. Тогда все думали наоборот. И тогда как раз самый дорогой хлеб был из мелкой муки. Ее ели в Европе только знать и аристократы. У нас он был более доступен, конечно, но и дороже. Большая проблема была во время обеда усадить бояр. Сидеть ближе к царю почетно. Некоторые отказывались садиться. Не по чину. Начинали натуральным способом брыкаться. Слуги пытались их посадить на положенное место на лавке. Они отказывались. Кричали, что их бесчестят этим местом. Кричит боярин, пишет современник, кавычки. «Да хоть мне сам царь велит голову отсечь, а не на своем месте ниже других сидеть не буду». Был и такой законный способ выразить свой протест. Не ссориться, не драться ни с кем за столом, а просто спуститься под стол и сидеть в знак протеста под обеденным столом. Практически предшественники нашего непротивления злу насилием и принципов Махатмы Ганди, бояре таким образом заявляли, что лучше будет сидеть на полу под столом и не есть вообще, чем сядут не по чину. Чтобы избежать подобного рода скандалов, и бояр в шапках, залезших под стол, заранее на многих процедурах, особенно на таких радостных, как свадьба, объявлялось, что рассадка за столом без мест. То есть чины не соблюдаются. Таким образом, сесть на свободном месте, а не на самом, как тебе предполагается, ближнем, было никому не обидно. Что ели? Меню. В России вообще ели и ценили больше рыбу, чем мясо. Не потому, что мяса не было. Просто было много постов и много рыбы в реках. Россия речная страна. Поэтому рыбы было всегда больше, чем мясо. Из рыбы делали уху, десятки видов ухи. Если начнем перечислять названия этих рыбных супов, мы даже не поймем, о чем идет речь. Шафранная, янтарная, золотая, разные виды рыб. Холодные закуски. Самая популярная черная икра, кстати, самая недорогая тогда закуска. Рыбой начиняли многочисленные пироги. Очень много ели овощей. Вот я отмечу. Здоровая пища. Очень много овощей в самом разном виде. В свежем, в соленом, вареном, жареном. Репа, огурцы. Молодых поросят запекали обычно целиком, с хреном, чесноком. Телятину, кстати, не ели. Удивительно, но факт. Почему-то долгое время это считалось грехом. Я напомню, что, опять же, Лжедмитрий I мало того, что пользовался вилкой, так он еще и ел телятину. И это испортило ему репутацию серьезно в Москве. Лишь постепенно поедание телятины, говядины было растабуировано. Ценили мясо, свинину, дичь, особенно мясо лосей. Птицу, курицу обычно жарили целиком на вертеле, но предварительно, естественно, ее потрошили и часто начиняли внутри разными кашами. Было вкусно. Подавали что-то вроде колбас. Но это были не те колбасы, которые делают сегодня, и, как говорят, остряки, которые вы никогда не будете есть, если хоть раз побываете на колбасном производстве. Нет, это были колбасы другие, совсем натуральные, когда кишки животных начиняли разного рода мясом, гречневой кашей, луком, яйцом. Натуральные, домашние, как бы сейчас сказали, колбаски. Существовало особое блюдо под названием похмелье. Это комбинированное блюдо включало в себя холодную баранину, соленые огурцы, перец и уксус. Ну, в общем, вполне соответствует своему названию. Конечно, любили сладости. Но сахар, чистый сахар, это была диковинка, заграничный товар, поэтому чистый сахар, слава богу, не ели, зубы берегли. Я вам тут про кариес рассказывать не буду. Кариес в массовом народонаселении
появился только тогда, когда массовым продуктом стал рафинированный сахар. То есть вторая половина XIX века. Если мы посмотрим с вами кривую мирового производства сахара и кривую роста кариеса, то это две просто такие параллельные совершенно линии. Тогда на сладко ели фрукты, ягоды в свежем виде, иногда в патоке, в меду, орехи, пастила, старинное русское сладкое кушанье, особенно яблочная пастила. Из дынь и арбузов, кстати, арбузы вызывали всеобщий восторг иностранцев, потому что это были обычной вещью за столом в Москве. Особенно любили астраханские арбузы. Но арбузы были тогда немного другими. Если мы посмотрим с вами описание, либо картинки, они были мельче. И мне кажется, что они вообще мало напоминали современные арбузы, особенно те, что выращивали в оранжереях московских. Все-таки северное солнце, но они были. Но в свежем виде арбузы почти не ели. Из дыни, из пастилы нарезали полосы, такие пастилы, почти в бумагу. Затем их как-то в патоке с перцем, имбирем, корицей, мускатом, разными дорогими специями как-то обрабатывали, сушили. И это было такое сушеное лакомство. Ну, пили что? Пили, все подряд пили. Квас, пиво, морсы различные фруктовые, воды, мед, вино. Вином тогда называли русскую водку, как бы по-современному самогон. Но только градус был пониже, существенно, чем у современной водки. Ну, а кроме того, было и привозное вино. Хлебное – это русское вино, а привозное вино – виноградное, фряжское, как тогда говорили, дорогое. Развлечения. Развлечения царские – стрельба из лука, огнестрельного оружия, по летающим тарелочкам, только по летающим шапкам. Главное развлечение – охота. Михаил Федорович и Алексей Михайлович были страстными охотниками, как и все последующие Романовы. Но кроме охоты, Михаил Федорович любил такое развлечение – поединок человека с медведем. Ко двору царскому доставляли медведей, сажали их в зверинец, и назначался такой полноценный гладиаторский поединок со зрителями. Уж не знаю, принимали ли там ставки. Не наша, не православная история, вряд ли. Но не надо думать, что это было кровавое убийство, что выходил охотник с рогатиной и вспарывал медведю брюхо. Нет, все было гораздо сложнее. Охотник был одет соответствующим образом в какие-то защитные кафтаны и ватники. Не знаю, как там бедняга берег свою голову, честно говоря. Наверное, какой-то шлем был специальный. И надо было с медведем вручную, внимание, бороться. И не просто так схватиться и сразу его зарезать. Нет, а дать медведю порвать на себе одежду. Страшная вообще забава. Если медведь драл, как полагает охотник, а только потом после этого охотник из-под него как-то выкаблучивался, выкручивался и медведя поражал, то это интересная забава. Тогда охотнику можно большую награду выдать за смелость. А если просто так убить медведя, то в чем потеха? Это неинтересно тогда. Это любой так может, с рогатиной. Мужчина. Вот так вот. Нам это кажется дикостью. А вы на кориде в современной Испании были? А я был. Посмотрите. Там не сразу убивают быка на потеху публики. Нет, сначала он должен погонять тореадора. А бывает, что и с ног сбить. А бывает, не дай бог, что и покалечить. Вот это тогда потеха, понимаете? А так просто взять, заколоть несчастное животное. В чем же смысл-то? Какая потеха? А это, друзья мои, с вами 21 век. Поэтому вы так особо над первыми романами не насмехайтесь. С медведем она, конечно, по-другому, но, в общем-то, от этой кориды мало чем отличается. Вечер – время семейных развлечений. Выступали шуты, всякие там акробаты, плясуны, звучали гусли, трубы, прочая музыка. Были популярны выступления стендаперов той эпохи, то есть шутов-скоморохов, которые шутили, рассказывали веселые истории и царя с семьей веселили. Алексей Михайлович выступления этих стендаперов-скоморохов при царском дворе запретил. Видимо, шутки у них были какие-то пошлые, плоские. Но зато при Алексее Михайловиче появилась другая потеха на иноземный манер. Не поверите, настоящий театр, в котором представляли разные пьесы. Об этом, наверное, стоит рассказать поподробнее. Откуда вообще Алексей Михайлович узнал о существовании в Европе театра?
Я полагаю, что, скорее всего, из отчетов послов. Все-таки постоянных посольств у нас не было за границей. Они уже при Петре появятся. Но миссии дипломатические были. И вот что писал царю посланник, который ездил к герцогу Тосканскому, в Италию, то бишь, в Тоскану. 1659 год. Он описывает видимое им в Италии театральное представление. Кавычки. «Представление сие в 6 перемен», то есть 6 актов. «Да в тех же палатах, в театре, объявлялось и море колеблемо волнами, а в море рыбы, а на рыбах люди ездят, а вверху палаты небо, а на облаках люди сидят. Да спущается с неба сед человек в карете». То есть это просто не спектакль, а какое-то супершоу. Цирк дю Солей. «Спускается с неба человек в карете, да против его в другой карете прекрасна девица. А кони под каретами, как есть, живы, ногами подрягивают». Ну, то есть кони-то, конечно, не живые, но движущиеся. «А в иной перемене объявлялся человек 50 в латах, и почали саблями и шпагами рубиться, и из пищалей стрелять. И человека с 3 как будто бы и убили». Ну, как будто бы, конечно. «И многие придивные молодцы и девицы выходят из занавеса и танцуют, и многие диковинки делают». Шикарное представление в Тоскане. Вот такого начитавшись, Алексей Михайлович решил дома завести тоже диковинную игрушку. Ну, понятия театрального искусства тогда еще не было, но идея этой диковинки царя охватила, и стремление потешить, видимо, молодую жену, новую, Нарышкину. Кстати сказать, свадьба с ней состоялась в 1671 году, а распоряжение по созданию театра уже на следующий год. Связаны эти моменты молодая жена. И театр решил такой театр Алексей Михайлович завести в Москве. Сначала в Курляндию, современную Латвию, послали специальных послов приискать мастеров, которые бы умели всякие комедии строить. Но заманить в Москву никого не удалось, а может и не было там никаких комедиантов. Поэтому решили назначить и сочинителя пьес, и режиссера-постановщика в одном лице. Вызвали какого-то протестантского пастора из немецкой слободы и выручили ему организовать театр. Ну, пастор какое-то время отнекивался, говоря, что у него нет профильного образования. Но в те времена, да и сейчас, противиться царской воле не стоит. Куда-нибудь могут сослать в Сибирь. Поэтому пастор согласился. Актеров набрал у себя из числа иноземных детишек, которые ходили в его лютеранскую школу, и поставил пьесу. Продюсером всего этого театра был назначен тот самый Артамон Матвеев, ближний царский боярин, очень продвинутый человек. Я об этом отдельно еще расскажу потом как-нибудь. Роскошный дом, напоминающий дворец венецианского дожа в Москве, с картинами, европейской мебелью, не задернутыми, не закрытой материей, зеркалами, всякими сервантами и хрусталем. Артамон Матвеев стал продюсером генеральным этого театра, а пастор, соответственно, автором пьес и режиссером-постановщиком. Ну, мы понимаем, да, что ставил он не Шекспира. Наше не готовое еще к светским пьесам общество могло пережить только религиозные сюжеты, поэтому сюжеты выбирались из Ветхого Завета, но пастор там такие почти детективные находил повороты. Например, первая пьеса, тоже по ветхозаветному сюжету, и длилась 10 часов без перерыва. Видимо, могли по ходу дела куда-то зрители выходить, с трудом представляю, 10 часов, нон-стоп. Но, тем не менее, почти детектив был. И вот 17 октября 1672 года, этот день можно было бы полноправно считать днем рождения Российского театра, в Преображенском дворце состоялась премьера. Зрители, царь, семья, какие-то близкие люди. Несмотря на сугубо библейский сюжет, в пьесе были и элементы детектива, и даже некоторые, я бы сказал, вольности. Ну, например, любвеобильный герой этой пьесы достаточно откровенно изъяснялся с придворными. Когда он требовал, чтобы слуги привели к нему царицу, то он говорил дословно так: «Аз ее желаю, взирая лобзати». Очень откровенно по тем временам. Почти эротика. Потом в театре были поставлены и другие пьесы, тоже на библейские сюжеты. «Иудив»,
жалостная комедия об Адаме и Еве. Можно сказать, исторически был театр. Опять же, конечно, не Европа. В Европе театр был уже на другом совершенно уровне. Если мы вспомним с вами Шекспира, то я не могу не рассказать вам поразительную историю. Документы об этом несколько лет назад нашли в архиве британского адмиралтейства. Судно большое, торговое, плыло в Индию, попало в шторм, повредилось, и где-то в Южной Африке встала на несколько недель на ремонт. Команда большая. Когда бы команда там не спилась и была чем-то занята в свободное время, офицеры решили организовать любительский матросский театр, в котором бы в качестве актеров выступили сами матросы и офицеры, ну а остальные, соответственно, зрителями. Долго спорили в капитанской каюте по поводу того, какую выбрать пьесу. Важно было ведь не религиозный сюжет поставить. Юдеев бы у простых английских матросов бы не пошла. Они даже не поняли бы, о чем речь идет. Это были не религиозные романовы. Им нужно было что-то попроще, понароднее, чтобы сюжет такой был, понятный морякам. Поэтому решили выбрать пьесу, в которой было бы непременно побольше крови, убийства, драки. Пьесу, в которой присутствовали бы военные, поединки на сцене. Пьесу, в которой непременно была бы какая-то загробная жизнь, какие-то пророчества, мертвецы ходящие, черепа, что-то такое страшное с элементами хоррора. Пьеса, в которой, конечно, было бы побольше любви, эротики и почти секса в понимании того времени. Пьеса, в которой присутствовало бы непременно что-то такое страшное, но притягательно отвратительное, какое-то кровосмешение преступное. Пьеса, в которой все эти страсти и детектив, и ужас, и кровь. Такую пьесу нашли. Это была пьеса модного британского драматурга «Гамлет», принц датский. И именно так это воспринималось в то время, а не так, чтобы философия быть или не быть. Вот в чем вопрос. Гамлет бы у нас не пошел, но религиозные сюжеты вполне. В Преображенском было отстроено специальное театральное здание, называлось «Хоромина». Жалко только, что после смерти Алексея Михайловича труппа распалась. Куда запропастился режиссер-постановщик, не знаю, а вот генеральный театральный продюсер Артамон Матвеев отправился в ссылку в Пустозерск. Не путайтесь с Приозерском, красивым, приятным городом на Ладоге. Пустозерск – это там, где сейчас Нарьян-Мар, крайний север, Ненецкий автономный округ. Он, конечно, не за увлечение театром погорел, борьба за власть. Но результат был. Так постепенно в элите пробивало дорогу понимание, что новое, пришедшее с Запада, одежда западная, и мебель, и увлечения, и культура, и еда, и вилки, и театр – это не обязательно ведет к погибели души. Много чего есть разумного, и этого не надо бояться. Так общество постепенно готовилось к реформам Петра. Готовилось на уровне не только государственном, военном, но и на уровне чисто бытовом, на уровне понимания бытоустройства. И пройдет одно поколение. Появятся ассамблеи, европейская одежда, башмаки, карты, табак, танцы, полное раскрепощение женщин. Забудется вся эта женская половина. Женщины будут играть в большую политику и на протяжении почти века править нашей страной. Это революция, которую осуществит любимый младший сын Алексея Михайловича, Петр Алексеевич Романов, будущий Петр Великий. Всего вам доброго. Спасибо за любовь к русской истории. И до следующей встречи.